Заместитель командующего корпусом Министерства обороны ДНР представил очередной отчет о ситуации в республике. После поражения, понесенного 26 января, противник перешел к атакующим действиям на отдельных направлениях. Опасаясь окружения, украинские подразделения покидают район Дебальцевского выступа. На Донецком направлении противник силами 25-й аэромобильной бригады предпринимает безуспешные попытки атаковать направление аэропорта города Донецка. Атака отбита. В ходе боя ополченцам было сожжено 4 танка и 4 БМД. Потери в живой силе составляют до 50 человек убитыми. На Дебальцевском направлении противником была предпринята безуспешная попытка вернуть утраченный контроль над северо-восточной частью Дебальцева. Контратакующими действиями ополченцы вынудили украинскую группировку отойти на свои прежние позиции. На Мариупольском направлении активных боевых действий не велось. Всего за сутки в результате боестолкновений общие потери силовых структур Украины составили 21 танк, 14 БМП и БТРов, 7 орудий полевой артиллерии, а также до 170 убитыми и ранеными. В плен сдались 11 украинских военнослужащих. Хочу подчеркнуть, что очередные заявления Киева об огромных потерях ополчения – обычная пропагандистская фальшивка. Это на 40-миллионной Украине, как хорошо известно, потеря 1000 человек киевской хунтой размывается и делается незаметной. У нас же проживает гораздо меньше людей. Мы все друг друга знаем, мы все знакомы между собой. Поэтому такие потери, если бы они были, скрыть было бы невозможно. Потери у нас действительно есть. За последнюю неделю мы потеряли 62 бойца, которых с почестями проводили в последний путь. Однако потери украинской группировки за тот же период несопоставимы. Более 1100 человек. Тела большинства погибших украинцев больше недели лежат в полях. Никто из командования украинской группировки даже не пытается их вывести. Более 70 украинских военных сдались в плен с 9 января. Обращаем внимание мировой общественности и международных организаций на участившиеся обстрелы наших городов, которые ведет украинская артиллерия, что приводит к массовой гибели мирных граждан, в том числе детей. Число погибших и раненых среди мирных жителей Донецкой области исчисляется сотнями, хотя для Порошенко все жители Донецка и Луганска являются сепаратистами. Вместо объективного и тщательного расследования этих преступлений с участием представителей ОБСЕ, власти Украины продолжают заниматься пропагандистской демагогией и забалтыванием собственных военных преступлений. В результате количество жертв среди мирного населения продолжает расти. Украинские войска деморализованы, о чем свидетельствует беспрецедентный случай, произошедший сегодня ночью. В ходе ночных боестолкновений нашим подразделением сдался раненый военнослужащий 128-й отдельной горно-пехотной бригады, который на допросе рассказал о фактах использования заградительных отрядов из состава батальонов территориальной обороны против украинских военнослужащих. В результате обстрела украинских военнослужащих прямой наводкой с позиции Нацгвардии более 20 человек погибло на месте, еще несколько десятков получили ранения. Остальные военнослужащие подразделения 128-й бригады, по его словам, разбежались. Как я и говорил, моя задержка была связана с последней информацией, которая пришла из города Горловка. В результате обстрела центральных районов города было сразу погибшим 2, ранено 6. Среди них 2 детей, 8-9 лет. Сегодня в Горловке днем на улице проспект Ленина ехал автомобиль, в котором мужчина 80-го года рождения был за рулем, осколочным ранением был убит на месте. Также хотелось бы отметить, что в Горловке во время попытки тушения пожаров под обстрел попали части МЧС. И до конца не могли выполнить свою миссию. Они переждали порядка получаса и после этого смогли только оттуда уехать.